Сегодня мы поговорим о Карибском кризисе, о единственной пока что ситуации в истории, когда мировая ядерная катастрофа не просто маячила где-то на горизонте. До нее оставалось примерно 30 часов. При этом никто из политических лидеров, за исключением разве что Фиделя Кастро, никакой войны не хотел. И все равно мир неуклонно к ней двигался. Потому что у геополитического противостояния есть своя логика. Начать его легко, остановить гораздо труднее. Инерция взаимного недоверия и политических амбиций втягивает мир в воронку, из которой почти невозможно выбраться. Тогда никто не говорил о ядерном пепле, никто не угрожал разбомбить центры принятия решений в Лондоне или Вашингтоне. И все равно мир оказался на грани. Поэтому не факт, что то, о чем мы сейчас будем говорить, это история. Возможно, это предыстория. А настоящая история, не дай бог, еще впереди. Ричард Хейзер, пилот американского самолета-разведчика Ю-2, летит над Кубой. За 12 минут Ю-2 пересекает остров поперек с юга на север. Пролетает над городами Бахия, Хонда и Сан-Кристобаль, делает несколько фотографий и приземляется в Южной Флориде. Аналитики ЦРУ видят на сделанных Хейзером аэрофотоснимках советские баллистические ракеты средней дальности. Ракеты с ядерными боеголовками в непосредственной близости к границам Соединенных Штатов. Советник президента по национальной безопасности МакДжордж Банди сообщает президенту Джону Кеннеди о заснятых на Кубе ракетах. В первый момент Кеннеди просто не верит. Неужели Хрущев пошел на авантюру такого масштаба? Фотографии, однако, говорят сами за себя. Кеннеди звонит своему брату Роберту, генеральному прокурору. «У нас крупные неприятности», — говорит он. Неприятности действительно крупные. Но возникли они не сами по себе. В 1957 году на Кубе победила революция Барбудос, партизанов Фиделя Кастро и Че Гевары, и Куба перестала быть, по сути, доминионом США. Американцы принимают решение сместить правительство Фиделя Кастро. В апреле 1961 года Америка устраивает высадку кубинских иммигрантов в заливе Свиней. Операция позорно проваливается, но ЦРУ не собирается останавливаться и готовится к новой интервенции. Фидель Кастро, понимая, что силы не равны, вынужден искать нового покровителя и обращается за поддержкой к СССР. В Кремле очень рады новому союзнику. СССР на тот момент проигрывает в геополитической схватке. Мало того, что ядерный арсенал США в 12 раз превосходит советский. В этом же 1961 году американцы устанавливают ракеты с ядерными боеголовками в Турции, в непосредственной близости от СССР. До Москвы они могут долететь за 10 минут, то самое подлетное время. Хрущев часто вспоминает слова Сталина: «Когда меня не будет, американцы свернут вам шею, как цыплятам». И теперь он решает поиграть в ту же игру. Если можно американцам, то можно и нам. Советские ракеты отправляются на Кубу. Тайно, без предупреждений и согласований. Советское руководство намерено просто поставить Кеннеди перед фактом. По выражению Хрущева, засунуть американцам ежа в штаны. В Минобороны США созвано экстренное заседание Объединенного комитета начальников штабов. Большинство из них настоящие ястребы. Например, генерал ВВС Кертис Лемей, который в годы Второй мировой войны планировал и проводил ковровые бомбардировки японских городов. Лемей – фанатичный антикоммунист. Он считает, что ядерная война все равно неизбежна, а значит, бить надо первыми. Среди крылатых выражений генерала Лемея: «Было бы чертовски здорово добиться начала Третьей мировой», так и сказал прям. А также мы должны вбомбить противника в каменный век. Знаком вроде. Джон Кеннеди хорошо знает свое окружение. Перед разговором с вашингтонскими ястребами Кеннеди беседует с Чарльзом Боулином, послом США во Франции. Боулин раньше был послом в Советском Союзе и считается отличным советологом и знатоком психологии русских. Боулин говорит: нужно прибегнуть к дипломатии, написать Хрущеву и Кастро. Есть шанс на мирное урегулирование.
В Вашингтоне сформирован новый чрезвычайный орган – Исполнительный комитет Совета национальной безопасности – ЭКСКОМ. В его составе высшие должностные лица и самые авторитетные политики – госсекретарь, вице-президент, министр обороны и генеральный прокурор США. Это Роберт Кеннеди, младший брат президента, один из немногих, кому тот мог безоговорочно доверять. Никто, кроме Роберта Кеннеди, не знал, что президент записывает заседание ЭКСКОМ на аудиомагнитофон. The launch site of one of the encampments contains a total of at least 14 canvas-covered missile trailers, measuring 67 feet in length, 9 feet in width. The overall length of the trailers plus the tow bars is approximately 80 feet. На первом заседании становится понятно, что пока окончательное решение принимать рано. Нет полных данных по ситуации на Кубе. Решено делать каждый день по 6 полетов Ю-2 над островом для получения более точных сведений. В Москве посол Соединенных Штатов Фой Коллер проводит 3 часа в беседе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Советский лидер ведет себя крайне противоречиво. То негодует по поводу недружественной политики США в отношении Кубы. Америка – великая страна с населением 183 миллиона человек, а кубинцев всего 7 миллионов. Так почему вы боитесь Кубу? Вы трусы, что ли, говорит Хрущев. То произносит сентенции о дружбе. Давайте у нас будет наш социализм, а у вас пускай будет ваш капитализм. Давайте уважать внутренние дела других стран. Непредсказуемость Хрущева пугает американцев. Кажется, что от него можно ждать любых внезапных и необдуманных действий. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. Как сохранить и приумножить деньги, если кругом хаос? Например, инвестировать в недвижимость в одной из самых привлекательных туристических точек на нашей планете – на Бали. Что вы себе представили, когда я произнес слово «Бали»? Море, пальмы, вилла где-то у кромки океана. Да, такое тоже есть, но компания Park Development строит не только виллы на берегу, но и городские апартаменты и семейные комплексы. Есть у них даже закрытый клубный комплекс в городе-крепости. Причем, что важно, строят они не только жилую недвижимость или просто комплексы с рестораном и спортзалом. Они создают такое пространство, которое само по себе становится точкой притяжения. Такой себе мини-город, где есть концертные залы, собственные школы и садики, коворкинги, рестораны. А можно купить виллу рядом с культовым балийским спа-клубом или серфинг-центром. И это очень важно, если вы покупаете недвижимость в качестве инвестиций, ведь такое жилье гораздо проще сдать. Да и самому в таком жить приятней. А можно приезжать туда на несколько месяцев в году, а все остальное время компания будет ваше жилье сдавать и получать для вас доход. Это несложно организовать, потому что у них есть своя управляющая компания. О доходе. На Бали отличный климат, сезон там круглый год, страна сохраняет нейтралитет, экономика быстро растет. Не зря у Бали репутация райского уголка, поэтому вполне реально с аренды получать 15% годовых. Но если решите перепродать свой объект, можно заработать и 30, и 50, и даже 70% от вложенных инвестиций, в зависимости от изменений на рынке недвижимости. Заходите на сайт, изучайте предложения, ссылку я оставлю в описании. По итогам первого дня облетов Кубы разведка докладывает Кеннеди. Советские ракеты смогут накрыть территорию Соединенных Штатов целиком, за исключением Аляски, Сиэтла и его окрестностей. В запасе у США есть 2 недели до полного развертывания советских средств нападения. После этого наступит новая реальность, в которой почти все американское население обречено жить с ножом у горла. Подлетное время советских ракет составит лишь несколько минут. Перехватить их будет нереально. СССР, обладающий существенно меньшим ядерным потенциалом, чем США, навсегда получит возможность первого сокрушительного удара и может воспользоваться ею в любой момент. Министр обороны Макнамара обозначает 3 возможных варианта действий. Первый – дипломатия. Второй – ультиматумы Союзу. Третий – уничтожить все советские объекты прямо сейчас. С решением медлить нельзя. С каждым часом СССР улучшают свою ПВО, разворачивают зенитно-ракетные комплексы, собирают перевезенные по частям в контейнерах истребители. Но у военного решения есть свои издержки.
После ударов по Кубе СССР наверняка ответит нападением на Западный Берлин. Европейские союзники США по НАТО увидят, что Америка втягивает их в Третью мировую войну с перспективой ядерного апокалипсиса. И, решив, что их подставили, могут отказаться быть союзниками. Президент Джон Кеннеди молчит. Хороших сценариев нет. Встреча в Белом доме завершается в 19:55 без принятия окончательного плана действий. Разведка США изучает очередные аэрофотоснимки. На карте появляются все новые места базирования советских ракет и самолетов. А в море обнаружено почти 30 советских судов, идущих на Кубу. США усиливают противовоздушную оборону на юго-востоке страны. Командующие флотами получают приказ подготовить к выходу в море все боеспособные корабли. Масштабные военные приготовления невозможно скрыть от прессы. Чтобы предотвратить слухи, президент Кеннеди не меняет своих планов на 17 октября. Он посещает церковную службу, обедает с наследным принцем Ливии и вылетает в штат Коннектикут поддержать кандидатов от Демократической партии. Скоро выборы в Конгресс. Роберт Кеннеди встречается с советским журналистом, по совместительству полковником ГРУ Георгием Большаковым. В отсутствие прямой телефонной линии между президентом США и первым секретарем ЦК КПСС Большаков выполняет роль конфиденциального канала связи между лидерами сверхдержав. Большаков передает слова Хрущева. Советский Союз размещает на Кубе исключительно оборонительное вооружение. Но американцы уже знают, что это неправда. Из-за постоянной лжи советской страны их недоверие растет. Объединенный комитет начальников штабов заявляет, Джон Кеннеди обязан отдать приказ нанести авиаудары по военным объектам на Кубе. Русские разворачивают и свои наступательные вооружения, и ПВО. Чем дольше оттягивать начало операции, тем сложнее будет ее провести. Однако Роберт Кеннеди, который подменяет на совещании старшего брата, говорит, бить первыми аморально. Такой шаг войдет в историю, как Перл-Харбор наоборот. Генералам Ястребам подобные аргументы кажутся смехотворными. Джон Кеннеди наедине консультируется с одним из членов Экском, бывшим госсекретарем Дином Ачесоном. Он также советует Кеннеди немедленно нанести ракетно-бомбовые удары. А младшего брата президента со всеми его моральными терзаниями называет просто дураком. Джон Кеннеди принимает в Белом доме министра иностранных дел СССР Андрея Громыка и посла Анатолия Добрынина. Кеннеди не подает виду, что знает о баллистических ракетах на Кубе, но напоминает, размещение наступательных вооружений на этом острове приведет к самым серьезным последствиям. Громыко и Добрынин продолжают твердить, на Кубе только оборонительное вооружение. Кеннеди до глубины души возмущен этим враньем. Но на самом деле Громыко и Добрынин в этот момент действительно ничего не знают о ракетах. Вся операция проводится в секрете даже от дипломатов. К вечеру Экском формирует 4 варианта решения проблемы. Первый вариант – хирургическая операция. Ограниченные по мощи высокоточные удары по конкретным советским объектам. Второй вариант – всеобъемлющая воздушная операция с ковровыми бомбардировками. Третий – блокада Кубы. Четвертый – вторжение на Кубу всеми силами и средствами. Дин Ачесон, и прежде настроенный по-боевому, превращается в совершенно радикального радикала. Никаких переговоров с Хрущевым и Кастро, никаких консультаций с союзниками по НАТО и Организацией американских государств. Бить из всех орудий и ставить всех перед фактом, тогда союзникам Америки придется совсем согласиться, а Советам отступить. Министр обороны Макнамара, наоборот, дрейфует в сторону сдержанности и умеренности. С минимальным перевесом лидирует план военной блокады острова. Американский флот не даст русским кораблям пройти на Кубу. Начинается перегруппировка военно-воздушных и военно-морских сил США. Авиация, флот, морская пехота готовятся к блокаде Кубы, а в случае необходимости к войне с Советским Союзом. Экском принимает решение разработать и план блокады, и план военных действий. Сам президент Кеннеди отправляется в давно запланированную предвыборную поездку в штат Огайо и Иллинойс. Американцы пока не должны знать, что страна находится на грани войны с Советским Союзом.
президент нужен в столице для принятия окончательного решения. Чтобы не возбудить прессу, он делает вид, что простудился, прерывает поездку и возвращается в Белый дом. He examined the president this morning and found that he had a 1 degree of temperature and advised the president, in view of the fact that most of today's activities were out of doors, to cancel his schedule and return to Washington. Разведка представляет главе государства 10-страничный доклад. Ситуация гораздо хуже, чем казалось ранее. Советская стройка на Кубе идет опережающими темпами. 16 советских пусковых установок баллистических ракет уже прямо сейчас находятся в боеготовом состоянии, и скоро их будет гораздо больше. Утешает лишь то, что если Москва отдаст приказ атаковать США, советским ракетчикам потребуется несколько часов, чтобы поместить в ракеты ядерные боеголовки, загрузить высокотоксичное топливо и подготовить их к запуску. Из-за несовершенства тогдашних технологий долго держать топливо в самих ракетах было невозможно. Оно хранилось отдельно, как и боеголовки. А значит, вариант с упреждающим авиаударом теоретически все еще в игре. Надо уничтожить боеготовые ракеты, прежде чем они взлетят и превратят в радиоактивный пепел американские города, а затем перейти к разрушению строящихся объектов. Именно этого требует генерал Тейлор. Он настаивает, действовать надо немедленно. Чем больше русские успеют построить, тем быстрее они смогут готовить ракеты к запуску. А через 6 недель все военные объекты СССР на Кубе будут достроены. За Тейлором стоит весь американский генералитет. Многие поддерживают его и на совещании, особенно начальник штаба ВВС Кертис Лемей, который, как мы помним, совсем не прочь развязать Третью мировую. I think that they're going to make any reply. No, we tell them that the Berlin situation is just like it's always been. If they make a move, we're going to fight. I don't think it changes the Berlin situation at all, except they've got to make one more statement on it. Однако ударить по острову уже не так просто. Кубу защищают советские истребители, а зенитно-ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных ракет и сторожевые корабли с крылатыми ракетами. Министр обороны Макнамара предлагает все же выбрать вариант блокады Кубы. Она не решит проблемы с уже привезенными ракетами, но даст переговорную позицию. Возможно, придется что-то уступить, например, вывести ракеты из Турции. По оценкам Минобороны, СССР может пойти на такой компромисс. Кеннеди не готов принять решение прямо сейчас. Он берет паузу до утра, чтобы все обдумать. Neutralize the danger to the United States of these missiles being used. On the other hand, we increase the chance greatly, as I think there's bound to be a reprisal from the Soviet Union. There always is. They're just going in and taking Berlin by force some more, which leaves me only one alternative, which is to fire nuclear weapons, which is a hell of an alternative. Джон Кеннеди встречается с госсекретарем Дином Раском и министром обороны Макнамарой. Президент озвучивает решение – морская блокада Кубы. Делегация генералов пытается переубедить Кеннеди. Вашингтонских ястребов не устраивает решение о блокаде. Они настаивают на авиаударе по Кубе и гарантируют президенту уничтожение 90% советских баллистических ракет. Кеннеди с трудом скрывает раздражение. Получается, США нападают первыми, убивают военнослужащих советской армии, после чего наступает возмездие, и оставшиеся 10% ракет летят на американские города. Кеннеди такое решение категорически не подходит. Новое заседание Совета национальной безопасности. Президент и его окружение буквально пытаются залезть в голову Хрущеву, обдумывают, как тот отреагирует на то или иное действие или даже слово. К примеру, госсекретарь Раск настаивает, в завтрашнем обращении к американцам не должно быть слова «блокада». Но прозвучит для Хрущева слишком агрессивно. Лучше заменить его термином «карантин». Надо избегать фраз, которые могут быть неверно переведены. Президенту докладывают, как именно будет организован карантин. Советское судно останавливают для досмотра. Если команда не выполняется, стреляют. Сначала в воздух, затем в руль, чтобы вывести транспорт из строя. Но не топить его, не создавать военный прецедент.
Кеннеди соглашается с тяжелым сердцем. В такой ситуации возможна цена любой случайности – гибель мира в огне глобальной войны. Президент Кеннеди приказывает американским дипломатам проинформировать глав союзных государств о кубинском ракетном кризисе. Президент Франции де Голль и премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан заверяют, что будут с США до конца. На стороне Штатов оказываются две ядерные державы. По тревоге подняты американские стратегические бомбардировщики, носители атомных бомб Б-52. Теперь в любой момент времени в воздухе должна находиться 1/8 этих машин. Когда садится один Б-52, в небо сразу же поднимается другой. Более 340 других самолетов также приказано рассредоточить по разным аэродромам. США вывозят с военной базы в Гуантанамо всех гражданских, в том числе членов семей военнослужащих. Госсекретарь Дин Раск передает послу Анатолию Добрынину текст обращения, с которым Джон Кеннеди через час выступит в прямом эфире. Узнав о его содержании, Добрынин, по воспоминаниям Раска, сразу же постарел лет на 10. Только теперь он узнал о ракетах на Кубе. Посол США в СССР Фой Коллер передает в Кремль вторую копию обращения президента. Текст телевизионной речи сопровождается личным письмом Кеннеди Хрущеву. Соединенные Штаты полны решимости сделать все, чтобы угроза безопасности западного полушария была устранена. Я не допускаю, что вы, как и любой здравомыслящий человек в наш ядерный век, способны намеренно ввергнуть мир в войну. Совершенно очевидно, что ни одна страна не сможет в ней победить. Эта война может привести лишь к катастрофическим последствиям для всего мира, включая самого агрессора. Публичное выступление Джона Кеннеди по телевидению. Президент обращается к гражданам США и к руководству СССР. The 1930s taught us a clear lesson. Aggressive conduct, if allowed to go unchecked and unchallenged, ultimately leads to war. This nation is opposed to war. We are also true to our word. Our unswerving objective, therefore, must be to prevent the use of these missiles against this or any other country, and to secure their withdrawal or elimination from the Western Hemisphere. Кеннеди объявляет военно-морскую блокаду Кубы. Начиная с 10 утра 24 октября любое судно или самолет, которые пересекали линию блокады, установленную в 500 милях, это 926 километров от берега Кубы, должны быть перехвачены и досмотрены. Если на борту обнаружится наступательное вооружение, корабль будет взят под арест. Кеннеди предупреждает, любой пуск ракеты в сторону США будет расценен как начало войны. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction. 180 американских кораблей окружают Кубу. Им предписано не открывать огонь без отдельного приказа президента. Задержка блокады на сутки – осознанное решение Кеннеди и его советников. Они считают, русских нельзя загонять в угол. У Хрущева должно быть время для реагирования. После речи президента среди американцев начинается настоящая паника. После Второй мировой прошло всего 17 лет. Жестокие картины разрушенных европейских городов, ядерный пепел Хиросимы и Нагасаки – все эти кошмары свежи в памяти людей. И вот кошмар того и гляди станет явью уже в самих Соединенных Штатах. Одни стараются уехать в Мексику или в Канаду, другие отправляют детей в деревни из городов. В магазинах давка, люди скупают галеты, банки с консервами, сахар, кофе, шоколад, фонарики и батарейки, а еще оружие, отстреливаться от голодных соседей. В церквях непрерывные службы, все стремятся получить отпущение грехов.
В СССР проводится митинг перед зданием посольства США. Люди стоят с плакатами, призывающими США снять блокаду вокруг Кубы. Это не стихийный митинг, он организован советскими властями. О ядерных ракетах на Кубе люди в СССР не знают. Им объяснили, что блокада революционного острова – просто неспровоцированные агрессивные действия со стороны США. При этом армия СССР приводится в боевую готовность, отменяются отпуска и увольнения. Американская авиация начинает разведывательные полеты Volt F-8 Crusader. Это уже не высотные разведчики, как Ю-2. Крусейдеры совершают вылеты в зоне поражения малокалиберной зенитной артиллерии. Это огромный риск, самолеты могут быть сбиты, и США будут обязаны как-то отреагировать. Однако Вашингтону остро необходимы детальные фотографии, которые послужат доказательством присутствия советских наступательных вооружений на Кубе. К Кубе подходит советский пароход «Александровск». Он отстает от своего расписания на 4 часа. Его перенаправляют в другой порт, и он успевает проскочить до начала блокады. На борту Александровска 24 ядерные боеголовки для ракет средней дальности и 44 атомных заряда для крылатых ракет наземного базирования. Фидель Кастро приводит кубинские вооруженные силы в состоянии боеготовности. На острове начинается мобилизация. Президенту докладывают о том, что ВМС США внезапно обнаружили не только надводные суда, но и советские подводные лодки, направляющиеся в Карибское море. Ситуация обостряется. Подлодка не надводный корабль. Их очень трудно остановить и при этом не утопить и не начать таким образом Третью мировую. Президент Кеннеди подписывает указ о воспрещении доставки наступательного оружия на Кубу. Президент Кеннеди пишет письмо Хрущеву, а вслед посылает короткую телеграмму. И письмо, и телеграмма призывают советского лидера проявить благоразумие и соблюдать условия блокады. Роберт Кеннеди приходит в советское посольство в Вашингтоне. Разговор с Добрыниным очень напряженный. Кеннеди обвиняет Хрущева во лжи. Добрынин снова утверждает, что ракет на Кубе нет, и добавляет, советские корабли не будут выполнять требования ВМС США. Кеннеди возражает: «Не знаю, чем все это закончится, но мы намерены остановить ваши суда». Военно-морская блокада начинает действовать. Хрущев собирает президиум ЦК КПСС. По итогам заседания Хрущев пишет Кеннеди возмущенное ответное письмо, в котором называет карантин беспрецедентным актом агрессии, толкающим человечество к пучине мирового ракетно-ядерного конфликта. Хрущев наотрез отказывается соблюдать блокаду. Напротив, он пишет: если США не прекратят своих пиратских действий, правительство СССР примет любые меры для обеспечения безопасности судов. Министр обороны Макнамара сообщает: еще 2 советских судна подходят к линии блокады. До перехвата первого из них остается не больше часа. Корабли сопровождает подводная лодка. Этот район патрулирует американский крейсер. Ему на помощь отправляют авианосец «Эссекс» и вертолеты, несущие глубинные бомбы. Планируется с их помощью заставить лодку всплыть. Из 20 советских кораблей 14 развернулись и легли на обратный курс. 6 продолжают приближаться к линии блокады. Нервы у всех участников конфликта на пределе. Джон Кеннеди решает применить свой тайный козырь. Он вызывает к себе журналиста Чарльза Бартлета. Это близкий друг семьи. Именно он познакомил Кеннеди с будущей женой Жаклин. Кеннеди поручает ему неофициально побеседовать с Большаковым, тем самым журналистом, полковником ГРУ, который стал каналом связи лидеров 2 держав. Бартлетт конфиденциально просит Большакова передать Хрущеву, что президент США готов рассмотреть возможность убрать ракеты из Турции, если СССР уйдет с Кубы. Кеннеди пишет Хрущеву в ответ на его письмо. Цитата. «Советская страна нарушила свои обязательства в отношении Кубы и ввела правительство США в заблуждение». Он отдает приказ повысить боевую готовность вооруженных сил США до уровня DEFCON 2, первый раз в истории США. Этот уровень непосредственно предшествует уровню DEFCON 1,
который должен быть объявлен в момент, когда ядерный конфликт будет неизбежным. К линии блокады подходит нефтяной танкер «Бухарест». Что делать? Пропустить корабль и дать Хрущеву повод думать, что он может прогнуть США? Или перехватить его и сесть в лужу? Ведь на нефтяном танкере вряд ли есть оружие. Его там просто негде спрятать. Президент Кеннеди дает инструкцию – Бухарест пропустить. Он хочет дать Хрущеву возможность пойти на компромисс. В то же время облеты Кубы учащаются. Низколетящие крусейдеры очень нервируют и кубинцев, и советские войска. В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Представитель США Эдлай Стивенсон обвиняет СССР в размещении ракет на Кубе. Представитель СССР Зорин, как и другие советские дипломаты, ничего о ракетах не знает и на прямой вопрос о них отвечать отказывается. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? Я не нахожусь в американском суде, и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается в прокурорском плане. Тогда Стивенсон прямо на заседании демонстрирует увеличенные аэрофотоснимки пусковых установок на Кубе. Это производит огромное впечатление на всех собравшихся. Хрущев понимает, что реакция Кеннеди значительно жестче, чем он рассчитывал. Он впервые говорит о компромиссе. Хрущев заявляет членам президиума ЦК КПСС: невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США. Раз уж не получилось их там оставить, можно обменять их на гарантии не трогать Кубу. Большая часть президиума поддерживает Хрущева. После заседания Хрущев предлагает всем отправиться в Большой театр. Пусть иностранные дипломаты увидят их, и, возможно, это всех успокоит. Цитата из воспоминаний Хрущева. «Я должен был так решить вопрос, чтобы не вползти в войну. Ума никакого особо не требуется, чтобы начать войну. Требуется больше ума кончить ее». Эсминцы США перехватывают ливанское грузовое судно, зафрахтованное СССР. Президенту Кеннеди важно показать советскому руководству, что блокада работает, и при этом не разозлить русских. После досмотра корабль следует в порт назначения. После этого 3 советских судна, приближающихся к линии блокады, Вишневский, Охотск и Сергей Боткин, разворачиваются в море и ложатся на обратный курс. В Белый дом приходит телеграмма от Хрущева. Он впервые признает, что на Кубе есть советские ракеты, и хотя бы не говорит впрямую, что готов увезти оружие, соглашается перестать его ввозить и начать переговоры. А в обмен предлагает США дать гарантии на то, что они не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намереваются совершить вторжение на Кубу. Хрущев говорит о том, что война никому не будет выгодна. «Я участвовал в 2 войнах и знаю, что война заканчивается, когда она прокатывается по городам и деревням, повсюду сея смерть и разрушение». Это тот самый компромисс, на который надеялся Кеннеди. Но одновременно к Кеннеди поступают новые данные разведки. Работы по сооружению ракетных стартовых площадок на Кубе движутся ускоренными темпами. Кроме того, идет сборка самолетов Ил-28, способных нести тактические ядерные заряды. Масло в огонь подливает и Фидель, который, узнав о новой позиции Советского Союза, просит Хрущева применить ядерное оружие, если на Кубу будет совершено нападение. И Кеннеди, и Хрущев настроены на переговоры. Оба не хотят мировой войны, потому что хорошо знают, что это такое. Кеннеди командовал торпедным катером во время боев с японцами на Соломоновых островах и получил за свои действия боевую награду «Пурпурное сердце». Хрущев был членом военных советов на нескольких фронтах и тоже многое повидал. Но на обоих давит воинственное окружение и необходимость казаться сильным лидером. Конфликт развивается как будто по инерции и вот-вот достигнет максимума. Этот день вошел в историю как «Черная суббота».
Считается, что именно в этот день человечество оказалось как никогда близко к гибели. Утром Хрущев пишет Кеннеди еще одно письмо. Он соглашается вывести ракеты, но теперь гарантий безопасности Кубы ему мало. У Хрущева новое требование. Американцы должны в ответ убрать свои ракеты из Турции. Собственно, Кеннеди первый предложил это обсудить. Но именно что обсудить, а не выполнять немедленно. Чтобы вывести ракеты из Турции, нужно согласовать все с НАТО и с Турцией. Это займет месяцы. И все это время советские ракеты будут угрожать США. Получается, что Кеннеди поддался шантажу, сдал и Турцию, и Кубу, не смог защитить американские интересы. То есть показал себя слабаком, да еще и перед самыми выборами. Такая же логика у Хрущева. Сдать назад всего лишь в обмен на слова, на дипломатические гарантии безопасности Кубы, соратники могут воспринять это как проявление слабости и трусости. Инерция противостояния продолжает неконтролируемо затягивать мир в ядерную воронку. Глобальная война может начаться из-за любой случайности. И такая случайность происходит. В районе Кубы авианосец «Рэндольф» в сопровождении 11 эсминцев обнаруживает советскую подводную лодку Б-59 с ядерным оружием на борту и обстрелами пытается заставить ее всплыть. По инструкции командир подводной лодки Валентин Савицкий в случае нападения должен запустить ядерную торпеду. Ее уже готовят к запуску. Но, к счастью, начальник штаба бригады Василий Архипов, находящийся на борту подлодки, убеждает командира отменить запуск. Подводная лодка радирует американским кораблям: «Прекратите провокацию!» и всплывает. Советские ПВО на Кубе впервые включают радиолокационные станции и начинают получать подробную информацию о пролетах самолетов-разведчиков. На подлете к базе Гуантанамо обнаружен очередной Ю-2. Он пилотируется майором Андерсоном. Штаб советского зенитного дивизиона пытается получить инструкции от командования, но связаться ни с кем не удается. Они запускают зенитную ракету и сбивают самолет. Пилот, майор Андерсон, погибает. Сообщение об этом поступает в Белый дом. Генералы в ярости. Блокада неэффективна, настаивают они. Кремль понимает только язык силы. Они требуют через 48 часов, в понедельник, 29 октября, начать воздушную атаку, за которой последует вторжение на Кубу. Теперь, после смерти Андерсона, аргументы генералов выглядят более весомо. Но Кеннеди колеблется. Он по-прежнему надеется найти невоенное решение. Не доверяя генералам, он передает приказ непосредственно войскам в Турции и Италии. Если без личной санкции президента произойдет попытка запустить ядерные ракеты «Юпитер», пусковые установки должны быть выведены из строя или уничтожены. Фидель Кастро, меж тем, рвет и мечет. Он отправляется в советское посольство и передает послание Хрущеву, в котором объявляет, что интервенция США начнется в ближайшие 2 суток. Он недалек от истины, именно к этому дело и идет. Кеннеди понимает, у него около суток, прежде чем ему придется принимать какое-то решение под давлением военных. Очередное совещание Экскома заканчивается словами министра обороны Макнамара. В попытке разрядить нервное напряжение кто-то отшучивается. Имеется в виду Роберт Кеннеди, его члены Экском явно не любят. Дипломаты из Госдепартамента США составляют новое письмо в ответ на полученное утром. Они хотят убедить руководство СССР, что США не могут пойти на вывод ракет из Турции. В этот момент Роберт Кеннеди предлагает сделать вид, что утреннего обращения не было вовсе, и ответить не на сегодняшнее, а на вчерашнее личное письмо от Хрущева, где Турция не упоминается. Этот ответ и передают в Москву. Вы согласны удалить с Кубы наступательное оружие под контролем ООН и обязуетесь при определенных гарантиях не размещать на Кубе подобных систем и впредь? Мы со своей стороны согласны при соответствующих гарантиях ООН и соблюдении принятых обязательств
снять существующую в настоящее время блокаду, дать гарантии ненападения на Кубу. Уверен, что другие страны западного полушария поступят аналогичным образом. Роберт Кеннеди приглашает советского посла Анатолия Добрынина и пересказывает ему содержание письма, отправленного Хрущеву. Добрынин сразу же обращает внимание, что в письме не упомянут вывод турецких ракет. Кеннеди обещает, что ракеты точно будут убраны, и что на это потребуется 4-5 месяцев. Президент готов обсуждать это по неофициальным каналам, но просит сохранить этот пункт в строгой тайне. Согласие президента на вывод их ракетных баз из Турции, сообщенное мне Робертом Кеннеди, явилось поворотным пунктом в разрешении кубинского кризиса, ибо оно позволило Хрущеву спасти лицо, когда он был вынужден согласиться на вывоз ракет с Кубы. Роберт Кеннеди передает Добрынину просьбу президента. Пусть Хрущев ответит как можно скорее, в течение суток, иначе будет поздно. Члены президиума ЦК КПСС собираются на служебной даче Хрущева в Новоогарево, чтобы решить, принять ли план урегулирования, предложенный Вашингтоном. Во время обсуждения помощника Хрущева зовут к телефону, звонит посол Добрынин. Он сообщает о разговоре с Робертом Кеннеди и говорит, что ответ нужен сегодня же. Хрущев вызывает стенографистку и диктует ей ответное письмо, в котором соглашается на предложение президента Соединенных Штатов. Сутки, о которых говорил Кеннеди, скоро закончатся. Хрущев, не дожидаясь ответа на свое письмо, отдает приказ начать демонтаж стартовых площадок для ракет. Чтобы как можно быстрее донести свой ответ до Кеннеди, Хрущев зачитывает свое письмо по радио. Именно так последние новости доходят до Фиделя Кастро. В спешке его проинформировать забыли. Кастро приходит в ярость. Третья мировая пугает его меньше, чем американцы, в чью способность соблюдать обещания Кастро не верит. Как оказалось, зря. В это же время в США директор ЦРУ приказывает свернуть все программы, направленные на свержение правительства Кубы. Последняя советская ракета, способная нести ядерный заряд, вывезена с Кубы. США снимают блокаду Кубы. Несмотря на то, что турецкие ракеты в соглашении не фигурировали, все они были, как и обещал Кеннеди, быстро демонтированы и увезены. В том же 1963 году были подписаны договоры о запрете ядерных испытаний. Тогда же установили горячую линию Вашингтон-Москва, чтобы послания, определяющие судьбу мира, можно было передавать напрямую, а не через агентов ГРУ и приятелей журналистов. В том же 1963 году Джон Кеннеди был убит. Еще через год более мирным способом завершилась политическая карьера Хрущева. Соратники по партии отправили его в отставку. Среди предъявленных ему претензий были и обвинения в том, что он проявил политическую слабость, пойдя на поводу у американцев. Эти два человека не были идеальными лидерами. Они завели мир в опасный военно-политический тупик, но им хватило воли и ума в последний момент найти из него выход. Для этого им буквально пришлось выгребать против течения, противостоять чудовищной инерции конфликта. И главное, найти в себе способность идти на уступки. Редкие качества. Поэтому мирное разрешение Карибского кризиса часто и называют чудом. Но что если в конфликте участвует лидер, который любую уступку воспринимает как личный позор, для которого главный страх показаться слабым? В такой ситуации чудо может и не произойти. До завтра.